Сила удара была такой же, как при взрыве 10 тысяч ядерных снарядов. Что это такое? Это астероид, сэр. Какой он величины? Он размером с Техас, господин президент. «Армагеддон» — американский фантастический фильм, катастрофа 1998 года режиссера Майкла Бэя, снявшего «Трансформеров» и «Скалу», с Брюсом Уиллисом в главной роли. Премьера фильма «Армагеддон» состоялась 1 июля 1998 года. При производственном бюджете в $140 миллионов кассовые сборы «Армагеддона» в мировом прокате составили $553 миллиона. Музыкальную тему к фильму «I Don't Want to Miss a Thing» исполнил отец Лив Тайлер, Стив, в составе группы Aerosmith. Эта песня в течение 4 недель удерживала первое место в Billboard Hot 100. Земля попадает под метеоритный дождь. В результате обстрела в космосе взрывается шаттл «Атлантис» и разрушается часть Нью-Йорка. Сначала в НАСА и НАРАД полагают, что это была террористическая атака, но вскоре астроном-любитель, служивший в ВМС США, обнаруживает, что к Земле приближается гигантский астероид размером с Техас. Специалисты НАСА подтверждают существование астероида после наблюдения в телескоп Хаббл, а после дальнейших вычислений устанавливают, что через 18 дней астероид упадет на Землю. И куда бы он ни упал, в результате столкновения вся жизнь на планете будет уничтожена. Энергичный директор НАСА перебирает возможности спасения, но отвергает все варианты, пока доктор Куинси не предлагает подорвать астероид изнутри. Атака на астероид извне не изменит курс, но если пробурить в нем скважину, заложить атомный заряд на глубине 800 футов, около 244 метров, и взорвать его, то осколки астероида пролетят мимо Земли. Предлагается использовать установку для бурения Армадило, разработанную для работы на Марсе. Не обладая опытом бурения, они вынуждены вызвать к себе изобретателя Армадило, потомственного нефтяника-бурильщика в 3-м поколении Гарри Стемпера в исполнении Брюса Уиллиса. Стемпер вместе со своей взрослой дочерью Грейс, ее играет Лив Тайлер, прибывает в Хьюстон и, узнав о положении дел, соглашается помочь. Осмотрев буровую установку, он обнаруживает ряд ошибок, критикует НАСА и лично Дэна Трумэна в исполнении Билли Боба Торнтона за неправильную подготовку к миссии. Гарри решает лично лететь к астероиду со своей бригадой бурильщиков. И хотя у многих в наличии сложный характер и проблемы с законом, Стемпер полностью им доверяет. После долгих тренировок группа разбивается на 2 команды. Руководителем второй команды Стемпер назначает Эйджея Фроста. Его играет Бен Аффлек, которого постоянно критикует, ревнуя к его профессиональным успехам. Эйджей несколько месяцев встречается с Грейс, и, узнав об этом, Гарри угрожает ему дробовиком и случайно ранит его. На 2 экспериментальных шаттлах типа X-71 под названиями «Свобода» Freedom и «Независимость» Independence команды во главе с пилотами НАСА должны будут лететь к астероиду. По плану они должны совершить дозаправку на российской орбитальной станции «Мир», на которой 1,5 года в одиночестве дежурит российский космонавт, полковник Лев Андропов. Его сыграл Петр Стармари. После облета Луны экспедиция должна сесть на астероид, пробурить скважину, заложить заряд, покинуть астероид и осуществить дистанционный подрыв. Все это нужно сделать до того, как астероид преодолеет нулевой рубеж, после которого столкновение с Землей уже неизбежно. Шаттлы взлетают в положенный срок и прибывают на станцию, где Андропов помогает космонавтам наполнить баки. Однако из-за изношенного оборудования на станции происходит короткое замыкание, и начинается пожар. Только благодаря решительным действиям Андропова астронавты остаются в живых. В последний момент Лев спасает Эйджея, застрявшего в топливном отсеке, и покидают станцию, прежде чем она взрывается. При облете Луны корабли попадают в облако обломков, летящих вокруг астероида. Независимость, пытаясь уклониться от осколков, сбивается с курса, получает пробоины и врезается в астероид. Погибает весь экипаж шаттла, кроме находящихся на его борту Эйджея, Бугая, его играет Майкл Кларк Дункан, и русского космонавта. Выжившие астронавты независимости выкатывают машину, оборудованную буровой установкой, и едут к «Свободе», которая приземлилась на твердую ферритовую плиту, из-за чего проблематично начать бурение и обеспечить качественную связь с командным центром. Гэри понимает, что с одной машиной у него не хватит ресурсов для бурения скважины в такой породе, но все равно начинает работу, ибо в противном случае Земля однозначно погибнет. На Земле узнают о случившемся, и президент США приказывает дистанционно подорвать бомбу на поверхности астероида, понимая, что это не предотвратит катастрофу. После ссоры с полковником Уильямом Шарпом в исполнении Уильяма Фихтнера, Гэри узнает о таймере бомбы и убеждает Шарпа отключить его вопреки полученному приказу. Команда продолжает бурение, но вскоре бур попадает в газовый карман, взрыв разрушает всю установку, и погибает бурильщик Макс. Отчаявшийся Стемпер сообщает по радио, что миссия провалена, и на планете начинается паника, усугубленная еще одним осколком, уничтожившим большую часть Парижа. На помощь прибывают выжившие с независимости на 2-й буровой установке, двигатели которой отремонтировал Лев Андропов.
Объединенной команде удается дойти до нужной глубины, но после землетрясения автоматика бомбы оказывается поврежденной, и гибнет еще один бурильщик, Грубер. Бомбу необходимо взорвать вручную, брошенный жребий показывает на Эй-Джея. Гарри вызывается проводить жениха дочери, но, оказавшись на поверхности, внезапно вырывает из его скафандра кислородный шланг, после чего заталкивает Эй-Джея в лифт. Он признается, что Эй-Джей стал ему как родной сын, благословляет его свадьбу с Грейс и прощается с дочерью по видеосвязи. Свобода улетает с астероида после того, как Лев повторно спасает миссию, запустив двигатели шаттла. Оставшийся один, Стемпер активирует заряд за несколько секунд до пересечения нулевого рубежа. Взрыв раскалывает астероид, крупные осколки пролетают мимо Земли, а мелкие сгорают в атмосфере. Человечество спасено, и шаттл успешно приземляется. На Землю возвращаются полковник Шарп, пилот Отц, бурильщики Эй-Джей, Чик, его сыграл Уилл Паттон, Бугай и Рокхаунд, в исполнении Стива Бушеми, а также Лев Андропов. Эй-Джей женится на дочери Стемпера, а на их свадьбе в первом ряду собора выставлены фотографии погибших членов экипажей, участвовавших в операции. От Эй-Джея Трумен, всеми силами помогавший экспедиции, получает нашивку со скафандра Гэри с девизом экспедиции «За все человечество, for all mankind». В ролях: Брюс Уиллис, Гарри Стемпер, бригадир буровиков-нефтяников; Бен Аффлек, Эй-Джей Фрост, буровик, жених Грейс; Лив Тайлер, Грейс Стемпер, дочь Гарри и невеста Эй-Джея; Уилл Паттон, Чарли, Чик, Чапл, буровик, в прошлом десантник; Билли Боб Торнтон, Дэн Трумен, директор НАСА; Стив Бушеми, Уолтер Рокхаунд, буровик, химик и геолог; Уильям Фихтнер, полковник Уильям Шарп, пилот НАСА, начальник экспедиции; Майкл Кларк Дункан, бугай, медведь, буровик; Петр Стармари, полковник Лев Андропов, российский космонавт, командир станции «Мир». Отрывки из первых сцен фильма, где показано, как мелкие метеориты падают на Нью-Йорк, а также панорама разрушенного Парижа, использованы в фильме «Пришелец» для сцен, в которых показан обстрел Земли из космоса инопланетянами, метеориты превращаются в ракеты. Образ Льва Андропова в шапке-ушанке, по некоторым данным, был навеян историей о спасении орбитальной станции «Салют-7» космонавтами с корабля «Союз Т-13». Из-за отказа системы терморегуляции космонавтам долгое время приходилось работать в спортивных шапках. Лив Тайлер пробовалась на роль Грейс 2 раза, но ее взяли только после 3-й попытки. Картина вышла на экраны в день рождения Лив Тайлер. Ей исполнился 21 год. Майкл Бэй исполнил эпизодическую роль в фильме. Он сыграл одного из операторов телескопа Хаббл в НАСА. За насквозь комичной внешностью нашего соотечественника Льва Андропова скрывается второй по значимости герой фильма. Он храбр. Именно его действия и решения, когда уже все отчаялись, как минимум, дважды спасают экспедицию и планету. Фильм был выдвинут на премию «Золотая малина» в 7 категориях, в том числе и худший фильм. Досталась же ленте только одна премия. Ее получил «Крепкий орешек» Брюс Уиллис за худшую мужскую роль в 1998 году. Корабли «Свобода» и «Независимость» сыграли шаттлы «Атлантис» и «Колумбия». По утверждению Бена Аффлека, режиссер фильма Майкл Бэй грубо потребовал от него не лезть не в свое дело, когда Аффлек спросил, почему по сценарию не астронавты учились бурению, а бурильщики становились астронавтами. Фильм «Армагеддон» 1998 года используется НАСА в программе обучения сотрудников. Всем новым работникам предлагают найти в фильме как можно большее количество неточностей и ошибок. Утверждается, что их 168 на данный момент. Требования бурильщиков, которые Брюс Уиллис зачитывал руководству НАСА, написали сами актеры. Об этом их попросил режиссер Майкл Бэй. В интервью Бэй рассказывает, что подавляющее большинство неточностей в фильме, вроде пожара в космосе, они оставляли намеренно, ибо кино развлекательное, и это просто выглядело красивее. Первоначальный сценарий не включал в себя романтическую линию между Беном Аффлеком и Лив Тайлер. Ее добавили в сценарий «Армагеддона» после успеха в прокате фильма «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. В «Армагеддоне» сияет целое созвездие отличных актеров в привычных и даже гиперболизированных амплуа. Невозмутимо героический Брюс Уиллис, хрупкая и трогательная Лив Тайлер, амбициозный и отчаянный Бен Аффлек, прекрасный в своем космическом психозе Стив Бушеми. Как плюс, так и минус фильма – обилие взрывов, где надо, где не надо, и где это вообще невозможно. А что вы хотели? Режиссер ведь Майкл Биг Бада Бум Бэй. В «Армагеддоне» наличествует просто шикарный звук, как оригинальный саундтрек, так и заглавная песня Aerosmith. Во время просмотра «Армагеддона» можно отключить мозг и наслаждаться зрелищем с непрекращающимся юмором, который здесь действительно отменный. С визуальной стороны фильм Бэя нареканий тоже не вызывает, снято все весьма эффектно. Лишать себя просмотра такого противоречивого кино ввиду его слабых мест не стоит. Просто научитесь не воспринимать все происходящее на экране серьезно. Отнеситесь к этому именно как к аттракциону, в котором главное – это самые разнообразные эмоции, и получите массу удовольствия. Посмотреть «Армагеддон» Майкла Бэя просто обязан любой уважающий себя киноман, пока не случился реальный Армагеддон.